Вы знаете, сколько это? 31% желающих вернуться – это примерно 2 миллиона человек. И сегодня я решил проверить эту информацию, действительно ли это так. То есть люди живут в некоем таком информационном вакууме. На 200% больше обращений в консульство, чтобы вернуться в Россию. Здравствуй, дорогой зритель! Меня зовут Влад, мой канал посвящен переселению в Россию, а также его охотно смотрят все, кто уже в России проживают, и те, которые мечтают переехать в Россию или не могут, но любят Россию, живя где-то за рубежом. У меня есть телеграм-канал, на котором мы общаемся, и многие подписчики из Европы, из Америки, из разных стран мне туда пишут. Канал простой, иногда говорим о переселении, но чаще всего показываем нашу простую обыденную жизнь в селе. Вася. Потому что мы сами вернулись из Европы, прожив там 17 лет. С 4 детьми, когда младшему было 3 месяца. Вчера в телеграм-канал мне прислали следующее сообщение, просто сухой текст. Это выдержка из новостного канала Deutsche Welle, то есть немецкая волна. Вот такая информация. Каждый 5-й житель Германии думает об эмиграции. Чаще всего рассматривают возможность отъезда из Германии люди, имеющие семейные связи с Турцией. Ни для кого не секрет, что в Германии очень много турков. Странами Ближнего Востока и Северной Африки. Это очень интересно, потому что еще недавно эти люди туда стремились. Их доля составляет 39%. Кроме того, об эмиграции думает 31% выходцев из стран бывшего СССР и 28% жителей Германии, приехавших из других стран ЕС. Я решил проверить эту информацию, не фейк ли это. И действительно нашел статью под таким названием. В этом видео мне хотелось бы поговорить на эту тему. Что не устраивает многих жителей Германии, почему они хотят покинуть эту страну и переехать в какую-либо другую, в том числе и в Россию. Возможно, кто-то из вас смотрел ролик, который выходил на моем канале ранее, под названием «2 миллиона переселенцев приедут к нам в Россию из Германии». Судя по количеству просмотров, а их там более 3,5 миллионов, я понял, что эта тема очень актуальна и очень интересна для многих, не только для наших соотечественников, которые проживают за рубежом. У нас есть много русских людей, живущих почему-то в Испании в том числе. У нас есть много русских людей, почему-то живущих в Италии, много русских людей, почему-то живущих в Канаде, все еще почему-то живущих. Но жизнь так располагается, что особенно те, кто детей имеют, у которых с совестью более-менее все в порядке, у которых дети есть, они боятся за детей. Потому что власти многих стран просто открыто говорят, что мы заберем ваших детей, мы будем воспитывать их сами. Если ты их в школу отдавать не хочешь, будешь дома их учить, мы все равно на уроки сексуального просвещения заставим посещать. Если там будет домашнее насилие, если они пожалуются нам, что ты там прикрикнул на них, то мы заберем ваших детей, заберем. Мы будем воспитывать новое сатанизированное европейское человечество. Такой план у них. И люди, которые имеют детей и почему-то оказались в Испании, Италии, Франции и Швейцарии, они все чаще и больше стонут от этого и решают разные варианты изменения места жительства, в том числе и возвращения на родину. Самое интересное, что информацией к тому ролику со мной поделилась подписчица, которая живет в Германии, которые сами ездили в консульство, и именно там работник консульства сказала им, это была женщина, она им сказала, что количество обращений по поводу возвращения в Россию или переезда в Россию из Германии выросло на 200%. На 200% больше обращений в консульство, чтобы вернуться в Россию, переехать в Россию. И сегодня я решил проверить, действительно ли эта информация верна, потому что многие мне писали в комментариях, никто из моих знакомых не собирается возвращаться в Россию. Вообще никто. Или я впервые слышу, что кто-то возвращается. Приведу вам простой пример. Умирает человек, он жил обособленно, ни с кем он особенно не общался, жил отдельно. И вот, когда уже спохватились там его родственники, нету и нету. В общем, приехали в его город, он 40 дней лежал мертвым в квартире, уже повсюду был запах, и никто из соседей даже не подумал, что что-то здесь не то. Не позаботился, не подумал о том, что что-то моего соседа здесь не видно. То есть никто ни с кем не общается.
То есть люди живут в некоем таком информационном вакууме. На мой взгляд, жизнь в Германии, ее можно выразить следующей формулой. 5 дней работы, в субботу большая закупка на неделю вперед, в воскресенье ты просто лежишь, тебе ничего не охота, у тебя все гудит, ты просто отходишь от своей работы, потому что работать там надо не так, как в других странах. Там нужно, как немцы говорят, малёхен, впахивать. Когда ты работаешь в подобном режиме, тебе просто не до лишней какой-то информации. Ты пришел, тебе хочется отвлечься, тебе некогда вникать в какие-то проблемы, в какие-то вещи. Ты просто смотришь тупо в телевизор, не знаю, там или в телефоне, листаешь, смотришь просто какую-то развлекуху. И просто, ты просто не обладаешь этой информацией. И знаете, на мой взгляд, здесь дело не только вот в неких духовных скрепах или в чем-то таком духовном, там прям... Это порой самые обычные люди, которые понимают, что делать уже тут нечего. То есть приехали когда-то, да, были розовые очки, были мечты, было желание чего-то достичь. И в принципе, возможно, достигли, потому что многие к нам переезжают уже имея свое дело или построив какую-то карьеру там на Западе. Все-таки переезжает к нам. Я сейчас говорю просто о России. Я сейчас не говорю о других странах, потому что у меня нет этой информации о тех, которые переезжают в Россию. Я хоть что-то знаю, поэтому об этом я могу вам говорить четко и твердо. Недавно общались с переселенцами и пришли к выводу, что так примерно навскидку у нас более 1000 семей, переехавших только из Германии, здесь, в Белгородской области. И несмотря на то, что, вы знаете, проходит СВО, вся эта обстановка, Белгородская область, недавно мы были без света, весь Белгородский район и сам город, мы были без света, часов, по-моему, 18, были на генераторах. Большинство из нас уже оснащены этими генераторами. У меня вот он тоже стоит. И помог мне его установить. Тоже такой же переселенец, электрик и автоэлектрик. Может быть, кому нужен контакт, пишите в Телеграме. Я вам дам его контакт. Он хороший спец, он знает свое дело. Несмотря на то, что мы живем в Белгородской области, к нам едут переселенцы. Это удивительно, на мой взгляд, потому что, наверное, многие люди сегодня не решились бы на этот шаг, а поехали бы куда-нибудь подальше в глубинку России, даже в Сибирь, но подальше от боевых действий, подальше от опасностей. Хотя наша цель была Краснодар, Краснодарский край. Мы поехали туда, абсолютно ничего не нашли для себя, никакого жилья. Вот, и потом уже поднимаясь выше, в сторону Москвы, Калуги, сюда вот выше, да, по Киевскому шоссе, мы заехали в Воронежскую область, мы почувствовали уже большую разницу. И мы задумались, на чем нам остановиться, на Воронежской области или же двинуться дальше в Белгородскую. Было принято решение ехать в Белгородскую, о чем мы не жалеем, друзья. Мы живем здесь. Я не хочу сказать, что в другой области плохо, просто у нас так сложилось. У нас так сложилось, мы переехали именно сюда. Когда началось СВО, начались эти боевые действия на границе, мы от нее живем не так далеко, то я спросил свою семью, хотите ли вы куда-то переехать. И семья немножечко была так в напряжении, это понятно было, дети были еще помладше, младшие боялись, да. Но я заметил, что единодушного желания переехать нет. Мы решили подождать, обвыклись, привыкли, живем, и слава богу, все хорошо. После этого к нам стали приезжать другие переселенцы, и об этом есть ряд роликов на нашем канале. Вы можете пройти на канал, просмотреть эти ролики, просмотреть эти истории. Они набрали неплохо просмотров, потому что интересная, наверное, каждая история сама по себе, она самобытная. Все люди разные, у всех разные цели, разные восприятия жизни в России. И практически у всех проходит какая-то стадия привыкания, потому что понятно, что ты из одной среды переезжаешь в другую. Знаете, что удивительно? Удивительно, что у меня, когда мы переехали в Калининградскую область, а это был Краснознаменский район, у меня абсолютно не было вот этой стадии какой-то там ломки, привыкания. И я думал, что у всех так, наверное. То есть, все с радостью приезжают и ничего не видят. Я просто вот был влюблен в это все и в людей, и в простоту, и корова идет по асфальту, там лепешку оставила. Но это все мне казалось таким деревня, таким простым, интересным таким. Вот. И меня это не напрягало абсолютно. То есть я понимал, что это будет в деревне. Соседи у нас были хорошие, мы сразу как-то подружились. У меня не было такого привыкания, хотя,
наш старый дом. Те, кто подписан на нас давно, вы видели, наверное, это еще было не видео, это было слайд-шоу из фотографий. Вы видели, наверное, каким был наш дом тогда, в самом начале. То есть там нужно было, там были такие щели в окнах, что ладонь пролазила. Там все это сифонило. Нужно было много делать, много работать, то есть все восстанавливать. И потом еще строить, пристраивать, обустраивать этот участок. Было 30 соток. То есть много-много было сделано, очень много было сделано вот этими вот руками, друзья. И это самые наилучшие воспоминания, то, что было сделано своими руками. Это очень приятно вспоминать, это очень здорово. Самые теплые воспоминания у нас именно о нашем поселке, где мы жили. Места все разные, разные области. И сегодня мы здесь, в Белгородской области, и нам тоже очень нравится здесь. Это другое село, это другой немножечко менталитет, это чуть-чуть другие, может быть, другое движение какое-то, тут по-другому, тут материковая Россия, да, там Калининград вообще она отрезана. Там свои плюсы, свои минусы. Меня спрашивали не раз, почему я переехал из Калининградской области. Я уже отвечал на это, и опять недавно спрашивали, для того, кто это спросил, я скажу, что я работал и работаю на себя. Я занимаюсь изготовлением металлоизделий из нержавеющей стали. И для того, чтобы разослать свою продукцию из Калининградской области в Россию, нужно было ехать на почту, нужно было колотить ящики, и каждый раз этот ящик там по советским каким-то ГОСТам, это было настолько сложно, потому что Калининградская область – это особая экономическая зона. И чтобы что-то оттуда выслать, то есть никаких СДЭКов, там, деловых линий ты можешь туда получить, но оттуда выслать ничего не можешь, нужно договор с таможней, это должна быть большая фирма. В общем, это вот такая была проблема у меня. И пока заказы шли у меня с других стран, ну, с Европы в частности, то все это было намного проще. Вот. А когда уже с этим стало немножечко сложнее, ну и не всегда же ты знаешь, что тебе с Европы что-то закажут, очень много было заказов, которым я просто, я каждый раз это откладывал на последний момент, потому что отправить что-то в Россию было сложно, долго, буквально 3 часа, по 3 часа я заходил, через 3 часа я выходил с почты, вот так долго длилось это все оформление, прописать, описать, осмотр, досмотр, вот эти все ящичек этот я колотил там, это все веревочками обтягивали, там нарезать какие-то ямочки специальные, где вот это вот будет веревка проходить, сургуч, там это все такое какое-то было, не знаю, допотопное, мне это не нравилось. И когда мы приехали в Большую Россию, то вот такие вещи уже занимали, 5 минут. 5 минут, ребята. Просто принес, поставил, положил эту бумагу распечатанную с компьютера, оплатил доставку, спасибо, до свидания. Все. И там ее получали потом за рубежом. В Израиле, в Англии, в ближайшем, вот этом нашем, там в Германии, в европейских странах здесь получали без проблем. То есть в Словению отправлял, в Англию отправлял, то есть без проблем это все уходило. Но в связи с санкциями, мы вовремя это сделали, мы переехали сюда, как говорится, в Большую Россию, как в Калининграде называют. И пришла эта проблема, теперь санкции все эти, то есть отправить куда-то за рубеж я не могу. Мне пишут порой, я говорю, не, ребят, невозможно. То есть мы отправляем. Наша почта принимает, мы отправляем, посылочка уходит в Германию, и в Германии стоит на таможне, ее держат там буквально несколько дней, а потом ее просто отправляют назад. Когда она приходит сюда, мне приходится снова ее оплачивать эту пересылку, потому что ее там не приняли как будто бы. То есть вот такие вот моменты. Это уже не зависит от России, это сама Европа не принимает. Поэтому за рубеж я не отправляю, я могу отправлять здесь по России. Россия большая, нас больше 140 миллионов, поэтому клиентов хватает здесь. Опять же, такой момент, друзья, если вы решили переехать в Калининградскую область, учтите такой момент. Если вам там не понравится, вы решите перебраться сюда в материковую часть России, то вы свои вещи не вывезете. То есть вам придется абсолютно все вещи оставить там. Вы сможете забрать с собой 25 килограмм личных вещей. Почему? Потому что это особая зона экономическая. Вот такие вот моменты, то есть мы тоже их не знали. Пришлось это все отправлять Почтой России, тогда еще это было возможно, наземным транспортом. На каждую штучку, на каждую деталь клеилась наклейка «Переезд, переезд, переезд». И вместо 30 тысяч я отдал 168 тысяч. Это было тогда, несколько лет назад. Поэтому учтите, если вы решили переехать в Калининградскую область, она прекрасна, замечательная, хорошие люди,
здорово, очень похоже на Европу внешне. Вот. Но если вам там не понравится, климат не подойдет, то вам будет сложно потом перевести все вещи. Планируйте, что вы их там оставите все. Вернемся к нашей статье. Самое интересное, что кроме этого об эмиграции думает 31% выходцев из стран бывшего СССР. Вы знаете, сколько это? 31% желающих вернуться – это примерно 2 миллиона человек. Откуда я взял такую цифру? 2 миллиона человек, переехавших за все время в Германию из стран бывшего СССР, примерно 6 миллионов человек. Это примерно такое же количество, как и турков из Турции в свое время. То есть 1/3 от 6 миллионов составляет 2 миллиона. 2 миллиона человек подумывают о том, чтобы уехать. Но я думаю, что эта сумма еще больше, не 2 миллиона, потому что за эти годы наших переселенцев стало больше. И в этой статье также об этом говорится. То есть это часто дети и внуки тех, которые приехали в Германию. То есть если взять их родителей, бабушек, дедушек, которые приехали туда минимум в 50 лет, прошло 30, но сейчас тебе 80, куда ты поедешь? Уже никуда. Поэтому их дети, а также дети их детей. И большинство из них, все равно большинство из них думают не про Канаду, не про Парагвай, не про Восточную Европу. Они думают именно про Россию. Еще интересный момент из этой статьи. Опрос проводился в течение года, трижды, чтобы избежать возможных колебаний. И этот процент вырос на 10. То есть уровень желающих вырос на 10%. И это среди наших русскоязычных немцев. Друзья, подумайте, сколько это 2 миллиона человек. Это огромный потенциал. Да, многим нужно будет предоставить какие-то языковые курсы, кого-то переобучить, кому-то нужно будет пройти курсы повышения квалификации, предоставить работу. Я не думаю, что люди будут ехать сюда, чтобы встать здесь на биржу труда и получать какие-то пособия, как некоторые мне писали, зачем нам нахлебники. Я думаю, что это пишут не россияне. Я даже догадываюсь, кто это пишет. Часто такие комментарии пишут жители бывших республик СССР. Они знают русский язык и пишут от лица россиян. Я вам хочу сказать, что я здесь живу 14 лет. Если вам интересно мое мнение, мнение моей семьи, насколько нам нравится, жалеем мы или нет, посмотрите вот это видео. Ссылочка будет здесь сверху. Это маленький опрос, который я провел в своей семье. На тему жалеют, не жалеют, где они видят свое будущее. Посмотрите, действительно интересное видео. Закончился 2025 год. Где ты сейчас учишься? Расскажи о своих успехах за последний год и о планах на будущее. Тревожит ли тебя обстановка в Белгороде сегодня? Где в России хорошо жить? В Москве, в провинции или в глубинке? Так что, дорогие мои скептики, все те, кто говорили, да не может быть, какие 2 миллиона, уже вам Deutsche Welle, уже вам немецкая волна, немецкие СМИ предоставляют ту же самую информацию. И если в первый раз эту информацию было, наверное, сложно проверить, это просто сказала работник консульства, то сегодня вы уже видите, об этом говорят немецкие СМИ. Мы будем рады, если сюда, в Россию, к нам вернутся действительно те люди, которые здесь когда-то жили, или их потомки, их дети, внуки, которые приедут сюда, купят себе дома, квартиры, откроют какие-то свои дела, а это было бы очень здорово. Потому что, несмотря ни на что, Россия все равно нуждается в хороших специалистах. Если вы считаете себя хорошим специалистом, не думайте о том, что в России вы не сможете открыть свое дело. Это вообще не проблема. Мы сейчас вот дома разговаривали, Катя картошку пожарила, сидели просто так за столом, разговаривали. И я опять своим детям, сыну своему сказал, что думай о том, чтобы выучиться на такую профессию, где ты в любой ситуации, в любое время сможешь работать своими руками. Потому что ты не будешь зависеть от какого-то дяди, который вдруг что-то где-то, какие-то изменения, еще что-то. И ты ту профессию, которую ты выучил, ту специальность, ты по ней не сможешь работать. Но если ты умеешь своими руками что-то делать, ты в этом специалист. Никогда не останешься без работы, без заказов. Или я не прав, друзья? Ведь на самом деле так и есть. Так всегда было. Я надеюсь, мы смогли с вами немножко разобраться в этой теме. Так что будем приглашать наших родственников. И если где-то рядом с вами поселятся такие же переселенцы, как мы, то просьба ко всем вам, друзья, помогайте таким людям, подсказывайте.
Не оставляйте их одних. Это очень сложно, когда ты переезжаешь из другой страны, не зная абсолютно российской жизни. Господа риэлторы, к вам тоже просьба. Вот часто жалуются на то, что как только узнают, что люди из Германии, цена на дом не то что понижается, там торг какой-то, там наоборот она повышается. Ну имейте совесть, ребят, ну зачем поднимать цену? Вы думаете, что там миллионеры, что ли, все живут? Там такие же простые работяги. Кто там впахивает, то не получает больших денег, не получает. Поэтому, ну, просто взывая к вашей совести. А для вас, переселенцы, никогда не светитесь тем, что вы из Германии. Машину с немецкими номерами ставьте где-нибудь за углом, идите пешочком, разговаривайте спокойно, не вставляйте немецких фраз, никаких немецких слов. Спокойно смотрите, не рассказывайте, откуда вы не обязаны. Приехали издалека, покажите нам дом. Все. Когда договорились, когда обговорили цену, когда заключили договор купли-продажи, расписались, тогда можете сказать, что мы из Германии. Вот. Потому что люди разные, есть люди такие, я говорю, которым просто хочется лишний раз заработать побольше, они подумают: о, так они из Германии, слушай, что ж я там 50 тысяч за работу возьму или 100, давай-ка 300 возьмем. Поэтому, друзья, не делайте таких ошибок. Это мой маленький совет вам из личного опыта. Одной семье я так посоветовал, они так поступили, и они купили дом себе очень выгодно, очень были рады, и после этого они только сказали, что они из Германии. Хочу вам напомнить о нашем канале Boosty. Там ролики будут выходить в первую очередь, сначала Boosty, а потом будут выходить на YouTube. После этого Рутуб и Telegram. Также на Boosty будет и другая информация, которая не будет нигде, ни в Телеграме, ни на Рутубе, ни на YouTube. На Boosty будет что-то интересное, что-то новое, что-то особенное. Будем рады, если вы подпишетесь на наш Телеграм-канал. Мы там всегда на связи, ежедневно. Мои дети читают. Вы можете спросить детей о чем-то, Катю, меня. Там чисто семейный канал. Иногда мы обсуждаем какие-то новости переселенцев. Все необходимые ссылки будут здесь в описании под видео, а также в первом закрепленном комментарии. Всем, кто посмотрел, огромное спасибо. Не забудьте оценить видео, палец вверх или палец вниз. А также напишите комментарий, хорошо это или плохо, что приедут 2 миллиона человек. И нас станет немножечко больше. Пока!